В этом простом рецепте приготовления мясной колбасы, но без мяса, я покажу и расскажу, почему именно эта дешевая крупа самая полезная и самая вкусная для приготовления такой колбасы. Я готовил много разных колбас из разных круп, но это стало моим фаворитом. И знаете почему? Вопрос очень прост. Все дело. Беру СССРовский стакан и насыпаю полный его овса. Овес у меня первого сорта, не дробленый, обычный, очищенный. Почему я взял овес в качестве основы? Овес прекрасно очищает нашу печень. Это лучший очиститель печени. Кому интересно, как очистить печень при помощи овса, расскажу. Отдельно пишите в комментариях. Я заливаю тем же самым стаканом 2 стакана горячего кипятка. У меня, кстати, на весах получилось стакан 190 грамм. Овса получилось, СССРовский стакан. И, друзья, у меня на канале есть шикарный рецепт, где я изобрел вкусняшку, деликатес, сладкую вкусняшку, которую можно абсолютно всем, и кто худеет, и кто при диабете, и у кого кандида. В общем, долго я подбирал ингредиенты и крайне рекомендую вам вот этот рецепт. Оставляем на пару часов, но лучше оставить на ночь. Можно добавить или пищевой обычной соды, но я добавлю для активации зерна перекиси водорода, обычной перекиси водорода из аптеки. Буквально 4-5 капелек. Заранее я не промываю муку, это не нужно. Все микробы убивает перекись, а все остальное чистит крутой кипяток. Овес я выбрал не случайно, и я вам в процессе расскажу, чем он прекрасен. А пока прошло несколько часов, я убираю всю влагу. Влага нам не надо абсолютно. Мы избавились от влаги. Далее у нас все будет происходить в одной емкости, а именно в сковороде. Включаем огонь, примерно 2 по 5-бальной системе. Сразу же туда я отправляю 3 зубчика чесночка. Я нарезаю их крупно, мельчить не надо. Они пойдут по классической схеме. Сразу чесночок, который открывает вкусы. Настолько на самом деле простой рецепт. Этот рецепт самый простой из тех колбас, которые я готовил. Ссылки, кстати, на другие колбасы вкусненькие, постные. У каждой свой шикарный вкус, своя польза, свои витамины. Поэтому в описании я оставлю, не буду зацикливаться на этом. И вот только я чеснок начинаю крошить, как уже идет шикарный запах. Добавляю маслица 2 столовые ложечки. Вот так, хорошо. И пока раскрывается у нас вкус чесночка, надо чуть-чуть, минутку буквально ему дать, чтобы он раскрылся. Даже огонь я побольше сделаю. Я вам скажу, чем полезен овес. Овес очень хорошо чистит печень. Он один из лучших. И кому будет интересно, я расскажу детальную схему, если вам надо будет. Напишите в комментариях, я расскажу. Но если вы заметите и возьмете цельный овес и хотя бы недельку его будете кушать и посмотрите на свой стул в туалете, то вы увидите, что с вас выходит столько всего жирного. Ну, наверное, про это не говорят, но все-таки, друзья, овес настолько чистит нас, особенно весной это надо. Я уже попутно режу
один красивый лучок. 75 грамм. У меня головка завесила. И отправляется на сковороду. Крупно это все делаю. Повторюсь, в одной сковороде колбаса делается за считанные минуты. А вкус будет мега полезный. А вы, друзья, делали уже такую колбасу или нет? Напишите в комментариях. Интересно почитать. Я вообще люблю читать комментарии, отвечать на них. И они меня очень мотивируют. А еще ваши лайки прям заряжают снимать новые рецепты для вас. Посмотрите, как у нас идет хорошо процесс. Чуть-чуть я уменьшаю огонь. Притупляю огонь. И теперь нам с вами надо взять терочку и на терочку потереть одну морковочку. И делаю я это прямо, как вы видите, в одну емкость, чтобы меньше мыть, меньше всего этого использовать и экономить и ваше, и мое время. Вот такая красота у нас получается. Я натираю на крупную терку 50-60 грамм моркови. Этого будет достаточно на стакан овса, который мы замочили. Овес, как вы видите, я еще не добавляю. Я жду, пока соединятся вкусом наш чесночок, морковочка и лучок. Чуть-чуть сдабриваю водичкой, а именно третью часть стакана. И самое время пришло добавлять те самые специи, которые сделают из обычной овсянки шикарную колбасу. Огонь я чуть увеличиваю. Первым в ход идет соль. 1 чайная ложка. Далее в ход идет прованские травы. 1 чайная ложка с горкой. Вы можете не добавлять прованские травы, но вот эту специю я крайне вам советую добавить. Это у нас паприка копченая, 2 чайные ложки, можно чуть-чуть даже с горочкой. В ход идет черный молотый перец. Вообще, советовать по специям это неблагодарное дело, потому что у каждого свой вкус. И что для одного хорошо, для другого еще лучше. Поэтому, какой аромат пошел, друзья! Это ой-ой-ой-ой-ой, не передать словами. Пару минуток прошло, а у нас уже практически все готово. Посмотрите, какая шикарная консистенция у нас получается. Ароматы на весь дом. Теперь мы добавляем наш тот самый овес. И перемешиваем. Лучше всего это делать, конечно, лопаточкой. Быстрее получается. Овес набух за пару часов. Он стал мягким, но требует еще немножко воздействия. И это воздействие термическое мы будем давать, соединяя наши вкусы в единую массу. И попутно, если вы видите, у нас много водички еще. Вот она. Попутно она будет сейчас выкипать и еще больше наполнять овес вот этим концентратом ароматов и полезностей, который дает чесночок, лучок и морковочка. Ну, плюс еще и специи. Вот на этой стадии мы можем добавить секретный ингредиент, который сделает из обычной овсянки вкус наподобие мяса. Это у нас будет, кто догадался, мускатный орех. Мускатный орех в количестве 5 грамм отправляется
у нас в емкость. Друзья, если что-то непонятно по рецепту, вы в комментариях задавайте вопросы, я читаю и с удовольствием на них отвечу. Вот теперь уже вкусы соединяются, запахи соединяются и появляется единый гармоничный, как я называю, симфонический оркестр, где ни один из музыкальных инструментов не вырывается, не берет на себя внимание. Ох, прекрасно! У нас почти все готово, но чуть-чуть еще неожиданной специи. Сюда просится корица. Скажете, зачем здесь корица? Но если вы не готовили этот рецепт, это бесполезно мне вам объяснять. 3 грамма корицы. И она здесь просто незаметно растворится в едином спектакле, который будет дополнять каждый компонент будет дополнять предыдущий. И будут соединяться. О, какой запах, какой аромат в шикарную массу. Вот эту массу, если вы посмотрите, влага почти вся уже впиталась и испарилась. Но я добавляю еще 1/3 стакана. 1/3 стакана. Чуть-чуть перемешивается. И мы вводим наш практически последний компонент нашей колбаски, а именно агар-агар. Вот этот компонент сделает нашу колбаску колбаской. Количество я взял 4 грамма агар-агара. И наше дело теперь хорошенько его перемешать. Агар-агар по инструкции должен прокипеть в нашей с вами жидкости 15 минуток. Этого вполне достаточно, чтобы все наши компоненты, включая самые долго развариваемые, это овес, хорошенько подготовились. Я сейчас все перемешиваю, как вы видите, чтобы агар-агар хорошенько распределился между всеми компонентами. Вот такая красота. Ставлю на самый минимальный огонь. И закрываю крышечкой. И жду 10 минут. Я беру ту же самую терочку, чтобы сэкономить нам время, но поворачиваю на самое мелкое деление. И у нас осталось по моркови. Ее мы измельчаем. Сразу же к моркови я добавляю 30 грамм свеклы. Свекла у нас натерта. И теперь мы делаем настоящий натуральный краситель, который придаст цвет нашей колбасе без всякой на то химии. Все, что нам остается сделать, вот эту вот массу шикарную поместить в обычную или тряпочку. В моем случае это будет вот такая марля. Или можно через мелкое сито выжать. Тут вариантов много. Емкость. И добываем наш шикарный краситель. Почему мы делали с морковью? Если использовать чистый свекольный сок, то цвет будет неестественно натуральный, как у мяса. А хочется, чтобы вот колбаса выглядела близко к мясной. Готово. Буквально 3
столовые ложечки у нас получилось очень насыщенного красителя, природного, вкусного и полезного. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Вот смотрите, какая шоколадная масса, полная ароматов, изобилия. Вкус такой богатый, насыщенный. Такой даже сложно передать словами какой. Кое-где уже начала чуть-чуть приставать к сковороде. Значит, пора снимать. Вся влага лишняя выветрилась. И у нас финальная стадия практически. Смотрите, какая консистенция шикарная. Далее нам надо нашу массу, еще горячую, в блендере пробить. Туда же отправляю сок, который мы только что выдавили. Хорошенько перемешиваю, чтобы сок опустился на дно и блендер смог прокручивать. Видите, еще идет пар, все горячее. Вот такая красота. Мы прокрутили половину, посмотрите, какой красивый цвет. И нас еще ждет еще одна половина. И если вы обратите внимание, у нас получился разный цвет. И фактура, она еще достаточно крупновата. Поэтому теперь нам просто надо все это соединить, еще раз прокрутив в блендере. И это уже финал. И мы будем уже закладывать в емкость специальную. И будем дегустировать нашу колбаску. Видите, разность цветов есть. Теперь нам надо просто все это соединить. Посмотрите, какая получилась шикарная масса. Как она красиво выглядит. Консистенция так, чтобы ложка стояла. Видите? Прям стоит, как елка на снегу в мороз. Еще идет пар. И все, что нам остается, взять какую-то емкость. Я беру емкость от блендера погружного. Можете взять бутылку пластиковую. Я это делал в прошлых рецептах. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Но там у меня был косячок. Я использовал, как сейчас, горячую смесь. Я не дал ей остыть, чтобы погрузить вот эту емкость. И пластиковая бутылка, она вот так вот сковеркалась. Плюс говорят, что это не очень полезно для нашего здоровья. Поэтому тут уже дело ваше. Лучше, конечно, использовать стеклянную какую-то емкость. Но я пока не нашел такой вот круглой емкости, которая напоминает мне цилиндрическую колбасу. Вот. Смесь у нас получилась достаточно тяжелая, увесистая. Выход колбасы получится прям хороший. И все, что нам надо, это все достать и сделать еще одну манипуляцию. По предыдущим своим рецептам я заметил, что если не выгнать кислород, вот видно здесь такие вот промежуточки, то когда застынет смесь, будет не очень красиво. Поэтому я беру вот такой тонкий ножик и смотрю, где есть у меня остаточки кислорода. Я вот такими утрамбовывающими движениями весь кислород выгоняю наверх. И наша колбаска получается максимально однородной. И закрыть пищевой пленочкой. Вот так вот. Но закрываем мы не так, чтобы оставался воздух, а мы выгоняем весь воздух наружу и делаем в контакт с поверхностью, чтобы не образовывалась, не окислялась наша колбаска, которая будет через буквально часа два уже готова к подаче на стол. А мы ее будем пробовать буквально через считанные мгновения. Вот такая красота получилась.
Друзья, я благодарю вас от всей души за то, что досмотрели этот ролик до конца. Именно благодаря вашему вниманию, вашей обратной связи в виде лайков и комментариев эти ролики смотрит большее количество людей, а меня лично вы окрыляете и мотивируете снимать для вас новые, вкусные, полезные и доступные рецепты. Я благодарен вам от всей души. Кроме того, друзья, я хочу посоветовать вам несколько рецептов, которые сейчас появятся на экране. А именно это самые вкусные рецепты, которые я готовлю в пост. Или можно кушать людям, которые не кушают мясо. Они не только вкусные, но и очень-очень полезные, друзья. Крайне рекомендую. Я благодарю вас и желаю вам сильного, крепкого здоровья, прекрасного настроения, уютного дома, наполненного прекрасными солнечными моментами и прекрасными людьми, денежного благополучия и счастья. Без счастья и здоровья ничего другое нам уже не интересно. Поэтому всех благ вам, друзья, и до встречи на канале Художник на кухне. Я не прощаюсь, а буду рад видеть вас в новом рецепте.